Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Ходя по заброшенным хуторам, можно найти много интересного. Брошенный быт из прошлого, оставленные фотографии, вещи и порой даже документы. Но иногда и вовсе попадаются еще более интересные находки. Приятного просмотра! В общем, гулял я по лесу в поисках интересных домов, заброшенных, и нашел заброшенную лодку. Ну и, соответственно, заброшенный дом, довольно большой. На самом деле, несмотря на то, что зимой холодно, рано темнеет, но что-то есть в зимней природе. Очень красиво. Кстати, получается то, что это сруб. Построен он чисто из дерева. Без всяких утеплений, кирпичей. Сарай. Пила «Дружба», которой нужно было пилить вдвоем. Когда-то такая мне уже попадалась. И что еще интересное, так это рыболовная сеть. По крайней мере, похоже, что это она. Туалет, собственно, как и, наверное, в большинстве деревнях, на улице. Видно, давно сюда никто не приходил. Сходил я уже, проверил дверь. Было все открыто. Собственно, многие люди, кто смотрит видео, удивляются, почему так все открыто, почему не закрывают. У нас многие хозяева, кто часто в таких домах не бывает, они специально их оставляют открытыми, чтобы, если придут мародеры, они бы не ломали бы двери, а просто могли бы зайти внутрь, посмотреть то, что нет ничего ценного, и уйти. Это тоже похоже на такую кладовку, что ли. Стиральные машины. 2. Но уже современная относительно. И различные предметы быта, конечно же, тут есть. Сачок, что ли? Да, это похоже на сачок. Сразу попробую подняться на чердак. А на чердаке, похоже, ничего и нету, кроме пустых бутылок, одежды. Что ж, а вот и сама жилая часть. Тут на самом деле какой-то беспорядок, что в кладовках, что в жилой части. Холодильник ОК. И холодильник пустой.
Одежда висит. И, собственно, печь. Интересно, можно ли было тут спать на печи? Тут как-то мало места. Совсем. Журнал, интересно, вот 2016 года. То есть не так давно этот дом заброшен на самом-то деле. Стаканчики граненые. Собственно, тут лежит посуда, тарелки. Ну, тарелки самые обычные. Это, наверное, будет снова рижская. Да, так я и думал. И здесь тоже тарелки. Кстати, красивая миска такая, тоже рижская. Форма для пирогов. Письмо. И фотографии, кстати, тут есть. Причем обе фотографии как будто здесь мужчина был вырезан, а здесь, наоборот, женщину попытались вырезать с фотографии. Тут еще лежат различные упаковки от сим-карт для телефонов. Я так понимаю, это у жительницы этого дома были долги на 5000 евро, получается. И здесь еще лежит второе письмо. То, что информация для должников. То, что если не заплатить долги, могут отобрать права на управление транспортом и лодкой. Собственно, может быть, как раз таки из-за долгов и был покинут этот дом. Но этот хутор, он в отличие от других, он такой довольно современный. Здесь современная мебель относительно, современная техника. И заброшен он был не так давно. Фотография, возможно, хозяев. И еще одна фотография. Тут вот по центру свадьба. По-моему, тех же людей, что я видел там в ящике фотографии. Еще различные другие фотографии. Наверное, у пары людей, которые здесь жила, была дочка, получается. Нашел счет за электричество за 2018 год. То есть получается, что этот хутор бросили всего даже 5 лет назад только. Находится он в глуши. Прямо вот в реальной глуши, поэтому он так неплохо сохранился. Книжки. Ух ты, какая книжка толстая. Серьезная. Подполье свободы. 54 год. Книжка на 800 страниц. Вот это да. Кто-то тут хорошо покопался и все забрал. Самое интересное, наверное. Нашел такой альбом. В нем только одна фотография, но уже цветная. Это, возможно, внуки тех людей, кто здесь жил. Получается, вот в 2018 году эту жительницу Ольгу вызывали в суд. Возможно, из-за тех же
долгов. Снова различные письма. Если будет что-то интересное, я вам покажу. Кто-то разбирал в поисках чего-то ценного. Вряд ли, конечно, нашел в такой технике. Телевизор. Телевизор, кстати, тоже такой, ну, опять же, относительно, но современный. И различная утварь для готовки интересная. Кастрюля. Что ж, покопаюсь я, наверное, еще в письмах. Может быть, найду что-то интересное, покажу вам. И буду отсюда уходить. Покопался я, в общем-то, в бумагах, ничего ценного, интересного не нашел. Нашел только пачку счетов за электричество, подтверждающую то, что до 2018 года в этом доме жили. И, вероятно, действительно, этот дом был покинут именно из-за долгов. Правда, продать его, видно, никому не получилось у банка, и поэтому с тех пор он стоит заброшенным. Шел я по лесу и нашел одно место, которое мне очень понравилось. Здесь тоже когда-то был хутор. Вон сарай, 2 дома. То ли речка, то ли пруд. Кстати, этот район, где я нахожусь, называется Сосновый Бор в переводе с латышского языка. Здесь, конечно, не только сосны, елки, береза, но очень свежий воздух прямо. Много домов у нас таких в глуши, которые снаружи выглядят красиво, однако внутри практически полностью пусты. Тут, возможно, останавливаются местные охотники или рыболовы на привал. Остановлюсь и я. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам один интересный канал. На канале «Не такой, как все» Алиса берет интервью у разных интересных и странных людей.
отшельники, бывшие алкоголики, наркоманы и другие интересные личности могут рассказать много интересного о жизни. Ссылка будет в описании. Вот, а потом как-то так я даже сам не заметил, там потом аптека пошла, там вот, и амфетамин. Заметил я один интересный хутор. Похоже, то, что брошенный, потому что к нему не ведет ни следов людей, ни следов машин. Лишь следы какого-то животного есть. Место определенно брошено. А вот и жилой дом, похоже. Похоже на загончик для домашних животных. Учебники по математике. Мешки с чем-то. Что интересно, вот, несмотря на то, что тут бардак, многие вещи раскиданы, но одежда, опять же, до сих пор висит красивой и нетронутой на вешалке. И снова соты. Возможно, в этих краях многие занимались пчеловодством. Какая мебель красивая, ух ты! Какой шкаф! И снова соты. Черный пиджак нарядный, который одевали, наверное, по праздникам. Собственно, тоже много литературы, разных документов, книг. Карманный календарь 60-го года. Это был чей-то ежедневник, похоже, из жителей этого дома. Интересная такая корзинка. Вполне вероятно, что даже плетеная своими руками. Мебель, опять же, хоть и в плохом состоянии, но весьма красивая. Очень похоже на семейную пару, которой принадлежал этот дом. Блин, как же здесь красиво, тихо и спокойно. Уже вечереет.
Еще буквально полчаса, вот-вот и станет темно. Заметил я этот дом вообще случайно, просто проезжая по дороге. Тепличка, все двери нараспашку. Посуда, как обычно, рижского производства. Удочка интересная. Старая удочка. Возможно, даже еще советская. И от времени обвалилась крыша. Возможно, даже этой зимой под тяжестью снега. Опа! А гараж-то не пустой. Вот это да! Это Жигуль. Жигули. Причем на советских номерах. Такие черно-белые номера я как-то видел в советских фильмах. Вот это находка. Кто-то снял колеса, причем еще очень давно. Но что самое интересное, что эта машина здесь стоит больше 30 лет. Если номера советские. И это минимум. И более того, здесь сняли уже какие-то детали. Причем много деталей. Но оно и не удивительно. Скажу честно, первый раз такая находка, чтобы в деревне найти машину именно в гараже. Начало весьма и весьма многообещающее. Все открыто. Какой шкаф красивый. Витрина. Фотография, возможно, хозяйки этого дома. Еще фотографии. Где-то здесь еще была пасека, похоже. Парусно-гребная байдарка. Много мусора накидали. Кто-то здесь, видно, рылся в поисках ценностей. Дом, скорее всего, заброшен уже как минимум несколько лет и стоит открытым нараспашку. Поэтому я далеко не первый, кто здесь побывал. Чуть не пропустил еще интересную куклу. А вот и сам дом.
Туалет, кстати, внутри дома для деревень. Это редкость. Ну да, здесь видно уже побывали мародеры, выдрали. Вот эту плиту вынесли. МЗХ. Впервые, кстати, вижу холодильник такой марки. Ну, кроме посуды тут, наверное, ничего интересного и не будет. Жилая комната. Трюмо, если не ошибаюсь. Электробритва Харьков. Самой бритвы здесь нету, но такие частенько попадаются в заброшенных местах. Диван. Кто-то даже, наверное, искал клад под диваном. Здесь тоже все перерыто. Ух ты. Домино. Пчеловодство. Кстати, видел как раз-таки рамки для пчел в гараже, где машина стояла. Хозяева определенно имели пасеку. Газета «Рижские волны». Радио и телевизионная программа 1971 года. Вот это да. Что тогда показывали по телевизору и крутили по радио. Второй этаж, к сожалению, еще более пустой, чем первый.